Я бы хотел прежде всего сказать о целеполагании, о более точном целеполагании, которое бы хотелось увидеть в обнародовании экономических взглядов кандидатов в президенты. Вот очень важно, что вот в цикле статей прозвучало обращение к среднему классу, может быть, как к ядру, на которое должна быть ориентирована экономическая политика. И как бы это всем понятно, его здоровье, его самочувствие является, может быть, основой экономического устройства. Но вот целеполагание, например, вещь очень понятная для среднего класса, цель – продолжительность жизни в России, ключевая вещь. Вот в России она где-то чуть больше 70 лет, 70 лет. В Ливии, в которой только что произошла революция, 74 года, Египет 71 год, Палестинская автономия 73 года, Китай 73 года, Бразилия 72 года. А второе, вот очень важное в целеполагании, индекс человеческого развития, который включает массу других вещей, не только продолжительной жизни, но и образование и так далее и тому подобное. 1993 год, 37 место из 170 стран, 2000 год, 62 место из 174, 2011 год, примерно та же самая позиция, 66 место из 187. Институт социологии только что опубликовал книгу «20 лет реформ глазами россиян», где еще раз попытался понять, собственно говоря, какие ценности придерживается большинство российского населения. Один из вопросов. Государство, которое полностью восстановит централизованное регулирование экономики, контроль над ценами, как тип государства, в наибольшей степени отвечающий интересам России. 1994 год – 16% опрошенных, 2001 год – 18%, 2011 год – 28%. То есть через 20 лет после реформ 28% опрошенных при снижении продолжительности жизни, при неизменении, чуть-чуть некоторое улучшение этого показателя по сравнению с 2000 годом, при очень серьезном ухудшении индекса человеческого развития, население, которое предпочитает не быть активным, не принимать на себя риски. Вопрос государства, которое вмешательство в экономику сведет к минимуму, предоставив максимальную свободу частной инициативе, как тип государства, которое в наибольшей степени отвечает интересам России. В 1994 году 13%, 2001 год 8%, 2011 год 9%. Еще раз хочу, это не столько констатация факта, ухудшения продолжительности жизни, ухудшения его качества, индекс человеческого развития, состояние населения, которое предпочитает жить сегодня, большая часть населения предпочитает жить в клетке, будучи снабжаемой государством, нежели это было в разрушенном 1994 году. Я говорю о целеполагании, то, чтобы правильно ставить как цель экономической политики качество жизни населения, продолжительность жизни, активность населения, интересы среднего класса. И этим оперировать, и этим прежде всего оперировать. Говоря об интересах среднего класса, как центр экономической политики,
нельзя обойти вопрос о собственности. Ключевой вопрос, который очень вскользь упомянут, ну, только, может быть, в частности, рассмотрение практики приватизации, но мы в итоге, в результате 20 лет реформ получили то, что всегда называлось огораживание. Огораживание того самого среднего класса от собственности в бизнесе, от собственности на недвижимое имущество, на землю и так далее и тому подобное. Мы получили экономику сверхконцентрированную, где-то половина которой, по меньшей мере, огосударствлена как в финансовом секторе, так и в корпоративном. И, конечно же, возможно, было бы важно центральным пунктом экономической программы сделать активы и собственность среднего класса. Если говорить о будущей приватизации, то о приватизации, когда активы не распродаются иностранным институциональным инвесторам, а эта практика существует, а ориентирована прежде всего на публичную собственность внутри России, когда частный инвестор внутри России получает огромные преимущества за счет того, что он начинает вкладываться в собственность, пусть на финансовых рынках. Есть масса идей по поводу продолжения приватизации, по поводу участков земли и так далее. Вот собственность, еще раз повторяю, среднего класса как цель, как то ядро, которое делает реальным макроэкономическую стабильность. Вот в статье существует тезис о достижении макроэкономической стабильности. Это не так, потому что не может быть стабильная экономика, полностью зависимая от динамики внешних цен на сырье, от потоков капитала, от цен на сырье, которые, в свою очередь, складываются как финансовые переменные на рынках деривативов. Экономика, которая во время кризиса среди нескольких десятков крупнейших экономик испытывала самые глубокие падения в объемах производства, в объемах валютных резервов, в курсе национальной валюты и так далее и тому подобное. Очень важно было поставить вопрос в статье не только о коррупции, да, действительно впервые, как мне кажется, признан факт системной коррупции, но и то, что мы, экономисты, называем регулятивные издержки и риски. Вот вся тема по поводу вытеснения собственности в офшоры – это тема об регулятивных издержках и рисках, которые собственники несут в российской экономике, будучи вынуждены выводить эту собственность за пределы своей страны. Таким образом, мы получаем очень странную модель экономики, где, с одной стороны, средний класс лишен собственности, он огорожен от нее, с другой стороны, она сверхконцентрирована в руках государства. И с третьей стороны, регулятивные издержки и риски внутри этой экономики настолько высоки, что собственность, потоки, прибыли и так далее вытесняется за границы, а сама Российская Федерация превращается в территорию, в такое операционное подразделение, где минимизируется прибыль с тем, чтобы, еще раз повторяю, активы и денежные потоки выводить за ее границы. Но это вопрос, прежде всего, обращенный к тем рискам и нагрузкам, которые у нас создаются. Крайне лимитирован финансовый блок. В России слишком высокая налоговая нагрузка. По методологии МВФ более 50% ВВП – это налоги. У нас существуют огромные проблемы с курсом рубля, огромные проблемы со встроенным в российскую экономику механизмом запуска финансовых кризисов.
где сочетание закрепленного курса рубля, свободного счета капитала и высокой доходности финансовых активов неизбежно раз в 5-10 лет нарушает ту самую макроэкономическую стабильность, вызывает взрывные девальвации рубля и так далее и тому подобное. У нас очень деформирована финансовая сфера, которая, в свою очередь, генерирует системные риски, нарушающие макроэкономическую стабильность. Я специально пытался, заканчивая, как бы достроить статью, показать те блоки, которые в ней минимизированы, а которые на самом деле должны были бы быть не декларативными, а ключевыми. Еще раз повторяю, продолжительность жизни, качество жизни, ориентация на средний класс, собственность среднего класса и угрожающая мина, связанная под макроэкономической стабильностью, в кавычках, которая подведена финансовым сектором. Но этот список, конечно же, можно было бы и продолжить.